О том, что компания SsangYong намерена расширить модельный ряд за счет своего среднеразмерного кроссовера, я писал в своем телеграм-канале еще в конце мая. Тогда же был показан экстерьер новинки. Теперь SsangYong полностью рассекретил новинку, объявил о старте приема заказов и назвал цены. Живые продажи начнутся в июле. Стартовая цена составит 26 миллионов 900 тысяч вон. Это приблизительно 1 миллион 190 тысяч рублей по текущему курсу. Напомню, что уже как 2 года компания SsangYong борется за выживание. Летом 2020 года индийский концерн Mahindra, которому принадлежит 75% акций корейского автопроизводителя, прекратил финансирование фирмы SsangYong из-за тяжелого финансового положения. Тогда же начались поиски нового инвестора. А в декабре SsangYong подала заявление о банкротстве. Покупатель был найден только в октябре прошлого года, но сделка с молодой корейской компанией Edison Motors сорвалась. Поиски продолжились, и теперь в конце июля ожидается сделка с корейским концерном KJ Group, который занимается химической и стальной промышленностью. Автомобиль назвали в честь национального парка Торрес дель Пайне, который находится в Чили. Это имя и брутальный вездеходный дизайн намекает на направленность Торреса любителям путешествий. Кроссовер имеет пятидверный кузов типа универсал. Оформлением передней части машина отсылает к самой узнаваемой модели бренда – рамному внедорожнику SsangYong Karanda второго поколения образца 1996 года. Им навеяны вертикальные прорези решетки радиатора и формы фар. Блоки ближнего и дальнего света круглые. Указатели поворотов длинные и горизонтальные. Вся оптика светодиодная. Также автомобиль получил черный обвес по периметру кузова из неокрашенного пластика. Еще, несмотря на расположение ручки, багажная дверь поднимается вверх, а не откидывается в сторону. Кроссовер получил 12 двухцветных вариантов. К интересным особенностям новинки можно отнести опциональные внешние боковые боксы, которые устанавливаются на задних стойках кузова и едва различимы при виде сбоку. На выбор предложены колеса диаметром от 17 до 20 дюймов. Торрес создан на растянутой платформе кроссовера SsangYong Karanda с несущим кузовом, поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом. Поэтому по технике Торрес отнюдь не нов. Спереди стоит подвеска типа Макферсон, а сзади многорычажка. Габаритные размеры новинки пока не обнародованы, но в продуктовой иерархии Торрес занимает позицию между компактным Karanda C300 4450 мм в длину и рамным Rexton 4850 мм. Объем багажника составляет 703 литра под шторкой и 1662 литра со сложенным задним рядом. Салон кроссовера имеет 2 ряда сидений и рассчитан на 5 седаков. Интерьер выполнен в современном стиле. Тут есть цифровая приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и сенсорный 8-дюймовый пульт климат-контроля. С него осуществляется управление подогревами, а также вентиляцией передних сидений. Фирменный 4-спицевый руль напоминает о новом Rexton, а о возрасте исходной модели напоминает только селектор трансмиссии. Среди опций есть бокс-холодильник, адаптивный круиз-контроль, ассистент контроля полосы, система слежения за слепыми зонами и 7 подушек безопасности. Технически Торрес полностью унифицирован с Karanda. Ему положен единственный двигатель. Это бензиновая турбочетверка объемом 1,5 литра TGDI, мощностью 170 лошадиных сил и 280 ньютон-метров. Она дополнена стартер-генератором. Коробка передач 6-ступенчатый автомат фирмы Aisin. Привод передний или полный с муфтой на задней оси. Расход топлива полноприводной версии в смешанном цикле составляет 6,7 литра на 100 километров. Дизельных версий в планах нет. Но зато в следующем году должен появиться Торрес на электротяге. Такую версию готовят для рынка Европы. За топовую версию кроссовера попросят не менее 30 миллионов 400 тысяч вон, около 1 миллиона 350 тысяч рублей. Кстати, для сравнения, новый Hyundai Tucson в Южной Корее стоит от 24 миллионов 350 вон, а базовый Kia Sportage можно купить за 24 миллиона 420 тысяч вон. SsangYong планирует начать экспорт новых кроссоверов уже осенью. Но если спрос на Торрес окажется ниже ожиданий, то, скорее всего, компанию SsangYong ждет печальный конец. Понравился ли вам дизайн новинки? И как вы считаете, SsangYong Торрес будет пользоваться спросом? Поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. А чтобы не теряться, советую подписаться на мой Яндекс.Дзен и группу ВКонтакте. В описании и закрепленном комментарии я оставлю ссылку, чтобы вы не пропускали новые видео и были в курсе последних событий автоиндустрии.